На крипторынке наступил сентябрь, который исторически является самым худшим месяцем для биткоина, поскольку средние убытки за последние 11 лет в сентябре превышают 4%. Такие сезонные данные ухудшают общее настроение на рынке, из-за чего инвесторы более склонны к продаже биткоина и многих других монет. Биткоин уже упал более чем на 10% в августе, и есть риски того, что это падение продолжится. Вот только 2024 значительно отличается от тех годов, которые были ранее. Ведь, во-первых, именно в сентябре ФРС начнет долгожданное понижение ставок, что увеличит приток капитала в рискованные активы. А во-вторых, сейчас биткоин находится в цикле начала активного роста, спустя 150 дней после халвинга, что как раз таки приходится на сентябрь. Такая неопределенность на рынке, вероятно, сделает сентябрь одним из самых сложных месяцев в этом году, ведь по факту сейчас мы стоим на пороге двух исторических тенденций, когда биткоин очень часто падал в сентябре, но при этом пробивал новые максимумы через 150 дней после халвинга. Из этого нам придется принять очень сложное решение, а именно продавать биткоин сейчас и откупать его ниже 50 тысяч долларов, когда паника на рынке утихнет, либо готовиться к снижению ставок ФРС и накапливать биткоин в диапазоне 58 тысяч долларов. Но чтобы вы вместе с нами могли принять правильное решение, мы сделали для вас это большое видео, в котором я разберу не только предстоящее снижение ставок и отвечу на вопрос, почему же большие инвесторы не покупают биткоин сейчас, а еще уделю время сетевой метрике. Ведь пока мелкие инвесторы продают, накопление китов пробивает 17-месячные максимумы, а со дня халвинга вот-вот пройдет 150 дней, что потенциально может запустить новый булран. Также мы сегодня поговорим о ключевых уровнях накопления, и в конце видео вы узнаете самое главное, а именно каким станет сентябрь 2024 года, зеленым или все-таки красным месяцем. Но, друзья, знаете что? Это только первая часть нашего большого прогноза на сентябрь, потому что кроме биткоина в этом месяце нас ждут множество событий, которые повлияют на альты. Это и конвертация Matic в монету Pol, и конференция Token 2049 в Сингапуре, Solana Breakpoint, листинг Hamster Combat и еще много всего другого. Поэтому если вы желаете, чтобы мы сняли для вас новое видео и разобрали самые перспективные альты на сентябрь, лучшее направление, в которое стоит инвестировать осенью, важные разлоки и самые прибыльные листинги сентября, поставьте этому ролику 2000 лайков. И как только вы их наберете, новое видео сразу будет на канале. Вам заранее спасибо за лайки, всем приятного просмотра, с вами Влад, мы начинаем. Итак, дорогие друзья, забегая наперед, могу сразу сказать, что самым главным катализатором, который будет оказывать влияние на биткоин и, соответственно, весь крипторынок в сентябре, это процентная ставка ФРС, которая, в свою очередь, будет зависеть от промежуточных экономических отчетов США. Ведь, например, недавний ценовой индекс уже снизил вероятность сокращения ставки на 0,50%, что негативно отразилось на цене биткоина, о чем мы, кстати, писали в нашем телеграм-канале, где ежедневно публикуются самые актуальные новости, события, эксклюзивные прогнозы и, конечно же, данные всех важных отчетов. А вчера мы сделали для вас вот такой календарь событий на сентябрь, чтобы вы заранее были готовы к волатильности на рынке. Поэтому обязательно подписывайтесь, сохраняйте себе этот календарь и раньше всех получайте полезную информацию. Но поскольку биткоин реально очень сильно зависит от предстоящего решения ФРС, давайте более подробно его разберем. Сентябрьское заседание пройдет 18 числа, и, наверное, уже даже те, кто никак не связан с экономикой или криптой, знают, что ставку понизят. Конечно, после того, как в Джексон-Хоул Пауэлл сказал, что они готовы смягчать денежно-кредитную политику, появились слухи о снижении на целых 0,5%. Но спустя время и после публикации некоторых отчетов оптимизм инвесторов упал. И теперь вероятность снижения на 0,25% составляет 69%. Такая вероятность выросла после данных по ценовому индексу, который оказался ниже ожиданий. Но при этом он остался на старом уровне прошлого месяца. То есть данные как бы и положительные, но то, что индекс стоит на месте, это не совсем хорошо, из-за чего шансы на 0,25% выросли. Но еще в наших прошлых роликах я вам говорил, что Пауэлл спешить никуда не будет. Он сделает первое понижение, а дальше будет смотреть, как это повлияет на инфляцию. Но еще важно то, что перед тем, как политики ФРС сядут за стол, нас ждет ИПЦ 11 числа, который также имеет особое значение. Данные по инфляции в США за август опубликуют уже на следующей неделе. Предварительных официальных прогнозов пока еще нет, но учитывая динамику падения последних
последних 3 месяцев, а также очень сильное ослабление на рынке труда, есть вероятность того, что цикл падения инфляции все-таки продолжится. Кстати, о рынке труда. До ИПЦ, а именно 6 числа, опубликуют данные по безработице. Прошлые показатели стали самыми высокими со времен пандемии, что вызвало угрозу рецессии. Но тем не менее, именно это подтолкнуло Джерома Пауэлла на первое снижение в сентябре. И сейчас прогнозируется, что безработица за август упадет и составит 4,2%. И в принципе это будет хороший показатель для того, чтобы 11 числа мы не увидели рост ИПЦ. Таким образом формируется своеобразная лесенка из экономических отчетов, где одни результаты будут влиять на следующие. И соответственно, если безработица останется на уровне 4,2%, а ИПЦ будет ниже 2,9%, то Пауэлл, не задумываясь, понизит ставку на 0,25%. Ну а вот как это повлияет на биткоин? Конечно же, низкая процентная ставка – это положительный катализатор для рискованных активов, ведь на фоне дешевого доллара выгодно покупать акции и криптовалюту. Но почему же тогда инвесторы не покупают биткоин сейчас по такой хорошей цене, если ФРС 100% понизит ставку? По этому поводу аналитики самого большого банка США JP Morgan выложили отчет, в котором заявили, что рынок рискованных активов не покажет рост на фоне снижения ставок ФРС. В отчете говорится, что сезонная тенденция является еще одной трудностью, поскольку сентябрь исторически является худшим месяцем для акций. Аналитики написали: мы еще не вышли из леса. Индикаторы настроений и позиционирования выглядят далеко не привлекательными. Политическая и геополитическая неопределенность возросла, а сезонность снова становится более сложной в сентябре. И действительно, что для криптовалюты, что для фондового рынка, сентябрь не лучший месяц. Но если копнуть глубже, то причина текущего сокращения инвестиций в рискованные активы связана с ростом доходности от сделок обратного выкупа репо. Не пугайтесь, все куда проще, чем кажется. Поскольку ФРС готовится снижать ставки, инвесторы стали меньше покупать казначейские облигации из-за падения их доходности. Но за госдолг более чем 35 триллионов долларов платить все равно нужно. Поэтому ФРС повысила процент по сделкам обратного выкупа репо. Принцип простой. Они берут ценные бумаги под залог с разрешения продажи и заранее оговаривают цену, при которой бумаги будут возвращаться. Для традиционных инвесторов это хорошая возможность получить прибыль, по сути с минимальными рисками, из-за чего идет сокращение инвестиций в рискованные активы и, конечно же, крипту. И рост процента по репо коррелирует с оттоком капитала из ETF. Начиная с 27 августа биткоин ETF зафиксировали отток более чем 470 миллионов долларов, ведь капитал направили в менее рискованные активы. Но с общим снижением процентных ставок упадет и ставка по репо, что потенциально может увеличить приток капитала в фондовый рынок, который сейчас находится на исторических максимальных уровнях, и само собой приток капитала в биткоин после 18 сентября. То есть, как вы можете заметить, для точного анализа рынка не всегда хватает просто посмотреть на график и найти уровни сопротивления или поддержки. Для проведения качественного анализа, который поможет вам зарабатывать на движении цен, необходимо использовать множество индикаторов и даже вот такие экономические показатели, что собственно говоря и делают за вас аналитики нашей подписки Coin22 Pro. На протяжении всей прошлой недели мы активно шортили рынок и зарабатывали от 70% на падении Filecoin, от 60% на позициях по DOT, от 80% на монете Uniswap и на многих других сделках. А все потому, что аналитики Pro заранее предоставляли качественный анализ с четкими точками входа. Причем с нами зарабатывали и новички, потому что кроме прибыльных сделок у нас есть пошаговое практическое обучение в сопровождении специалистов. И на каждом этапе работы вам всегда доступна поддержка 24/7. А чтобы вы могли получать пассивный доход, мы соберем для вас индивидуальный спотовый портфель. Подписка Pro успешно работает уже более 2 лет. И благодаря нашему опыту и команде профессиональных аналитиков вы сможете научиться с нуля зарабатывать даже во время падения рынка. А чтобы убедиться в этом лично, переходите и напишите нам по ссылке в описании. Но кроме фундаментальных катализаторов, которыми выступают экономические данные во главе с понижением ставок ФРС, на цену биткоина будут влиять и технические показатели, ведь прежде всего сейчас биткоин находится в фазе постхалвинга, а также наблюдается рекордное накопление со стороны китов, которые уменьшают доступное предложение биткоина. Поэтому давайте обо всем по порядку. И чтобы наш прогноз был объективным, сперва давайте обратим внимание на негативные данные. Во-первых, индекс страха и жадности, который измеряет настроение на крипторынке, прочно удерживает
удерживается в диапазоне страха на уровне 26. На протяжении августа индекс показывал больше дней страха, чем жадности, со средним рейтингом 37. Это связано с тем, что на протяжении целого месяца краткосрочные держатели, которые на рынке от 1 до 3 месяцев, торгуют себе в убыток. На текущем бычьем рынке данный показатель не опускался ниже 17%, а сейчас составляет минус 8%. Если он продолжит снижаться, то количество желающих продать монеты себе в убыток может увеличиться, что само собой негативно отразится на цене биткоина. Также потоки капитала для основных активов, таких как биткоин, упали ниже, чем для стейблкоинов, что сигнализирует о том, что инвесторы переходят на стейблкоины для безопасности или будущей возможности покупки, что также подтверждает неактивность и неопределенность на рынке. Это привело к падению открытого интереса и ставок финансирования на фьючерсном рынке. Открытый интерес снизился более чем на 30 миллиардов долларов до примерно 29,4 миллиарда долларов во время бокового движения цены с 28 августа по 2 сентября. В то же время ставки финансирования биткоина, рассчитываемые каждые 8 часов, двигались между положительными и отрицательными уровнями. Сокращение открытого интереса говорит об отсутствии уверенности среди трейдеров, поскольку открывается меньше новых контрактов. По сути, сейчас инвесторы выжидают момент и не решают собрать на себя новые позиции из-за отсутствия четкого направленного импульса. Между тем, ставки финансирования биткоина движутся между положительными и отрицательными уровнями, не показывая сильного перевеса в сторону лонгов или шортов. Таким образом, сочетание падения открытого интереса и нестабильной ставки финансирования подчеркивают то, что рынок нерешителен, и трейдеры, вероятно, находятся в стороне, ожидая явного катализатора, который направит цену в определенном направлении. А как я говорил в самом начале, единственным таким катализатором может стать ставка ФРС. Но вот пока розничные инвесторы ждут подходящего времени для входа в рынок, киты скупают биткоин прямо по текущим ценам. В последнее время биткоин-киты проявляют активность, поглощая все больше биткоина, поскольку мелкие трейдеры чувствуют давление и продают свои активы. Количество биткоин-кошельков, содержащих 100 биткоинов и более, достигло 17-месячного максимума после роста активности в последний месяц. Данные от Sentiment показывают, что более 283 кошельков сумели преодолеть отметку в 100 биткоинов в августе. За тот же период Sentiment сообщили, что кошельки, на которых хранится не менее 10 биткоинов, известные как акулы, также увеличивают свои активы. В целом, по оценкам платформы, все эти кошельки, в которых хранится от 10 до 10 тысяч биткоинов, в совокупности накопили 133 тысячи монет на сумму более 7,6 миллиардов долларов за последние 30 дней. И получается, что с тех пор, как 28 августа цена биткоина упала с 62 до примерно 58 тысяч долларов, киты начали его активно скупать. Sentiment связывают рост активности китов с мелкими трейдерами, которые продолжают сливать им свои монеты, поскольку цена биткоина постепенно падает. Но у меня один вопрос. Можете даже написать ответ в комментариях. Как вы думаете, киты скупали бы ваши биткоины прямо по рыночной цене 58 тысяч долларов, если бы на рынке была реальная угроза падения ниже уровня 48 тысяч долларов? Лично я так не думаю. Да, стратегия китов значительно отличается от розничных инвесторов, ведь они имеют большие денежные объемы и рассматривают долгосрочную перспективу. Но если посмотреть на такой же рост активности китов в 2020 году, то это вызвало пробой нового исторического максимума. А знаете почему? Потому что киты уменьшают доступное предложение и вытягивают монеты с рынка. А когда появляется хоть какая-то положительная новость или на рынок приходит большой покупатель, то превышение спроса над предложением оказывает более положительное влияние на цену. Он-чейн показатели биткоина реально поддерживают его рост. Тем более текущий цикл отличается от тех, которые были ранее, поскольку в этом году были одобрены ETF, а также вырос интерес со стороны институциональных инвесторов, за счет чего биткоин может удерживаться выше ключевой поддержки 60 тысяч долларов, если фонды продолжат покупать биткоин, когда доходность других традиционных активов будет падать. Также давайте вам покажу 3 показателя, которые подтверждают рост биткоина. Данные Sentiment показывают, что криптотрейдеры получили прибыль в размере 4,2 миллиарда долларов в августе. Это отражается в крупных положительных скачках показателя NPL. Хотя крупномасштабная фиксация прибыли может привести к снижению биткоина, метрика транзакций китов показывает, что объемы переводов на сумму 100 тысяч долларов и выше снизились, достигнув самого низкого уровня за последние 4 года. В совокупности эти два показателя указывают на вероятность роста цены. Также по данным Sentiment, предложение биткоина на биржах упало до самого низкого уровня с декабря 2018 года, а сокращение предложения на биржах означает, что в кошельках бирж находится меньше биткоинов, и обычно это считается положительным фактором для его цены. А в это время метрика рыночной стоимости к реализованной стоимости, которая называется
называется MVRV, используемая для определения того, является ли актив недооцененным или переоцененным в определенном интервале, показывает, что биткоин недооценен как на 7-дневном, так и на месячном таймфрейме. Ну и конечно же сейчас прошло уже более 130 дней после халвинга, хотя если следовать историческим данным, то биткоин формировал активную фазу роста спустя 150-160 дней после халвинга, и раньше такие циклы также выпадали на сентябрь. Например, в 2016 году, который был годом халвинга, сентябрь на самом деле был позитивным, и единственным недавним годом халвинга с отрицательным сентябрем был 2020 год. Следовательно, можно сделать вывод, что биткоин больше зависел от влияния цикличности его цены из-за халвинга, чем из-за сезонности в сентябре. Но что это значит для цены самого биткоина? По сути, август был закрыт ниже уровня 60 тысяч долларов. Потом 1 числа биткоин упал до уровня 57 тысяч и сейчас пытается восстанавливаться. Если уровень коррекции цены 50% на уровне 59 600 от максимального диапазона в конце июля до минимального уровня в августе удержится в качестве сопротивления, то биткоин может снизиться на 4% и повторно протестировать свой дневной уровень поддержки на уровне 56 тысяч. Индикаторы RSI, а также AO на дневных графиках торгуются ниже своих нейтральных уровней, что указывает на то, что ни быки, ни медведи не контролируют рынок, из-за чего восстановление может продолжиться только если уровень 60 тысяч долларов станет уверенной поддержкой. Но вот с июля биткоин не поднимался выше уровня 63 200 долларов, что может вызвать разочарование у этих инвесторов, ведь есть большая вероятность того, что они продадут свои активы, как только биткоин достигнет этой точки без убытка. При этом инвесторов также может не оправдать снижение ставки, ведь, как я сказал, оно уже учтено в цене биткоина. Из-за этого недельный график показывает, что биткоин может накопить ликвидность вот в этом минимальном диапазоне, прежде чем начать расти. Учитывая риски локального падения в сентябре, у нас есть вот эти три ключевые диапазона накопления. И отвечая на вопрос, стоит ли продавать сейчас, я отвечу нет, ведь начинается четвертый квартал, который на самом деле является лучшим временем для роста не только фондового, но и крипторынка. Таким образом, если подвести общий итог, я могу сказать вам одно: сентябрь будет далеко не легким месяцем для биткоина. По факту из положительных катализаторов мы имеем только снижение ставки ФРС и потенциальное повторение фазы роста после халвинга. Даже такого эффекта, как было в прошлом году, в ожидании решения по одобрению спотовых ETF, сейчас нет. Снижение ставки уже учтено в цене биткоина, и вряд ли будет резкий памп 18 числа, если, конечно же, ФРС не понизит ставку на 0,5%. Из-за этого рост биткоина будет напрямую зависеть от притока капитала со стороны ETF-фондов и розничных инвесторов. Но при этом я бы назвал сентябрь трамплином четвертого квартала, потому что если он самый негативный месяц, то уже октябрь считается одним из положительных, ведь его даже называют октобер. И как вы видите, самые большие проценты роста биткоин фиксировал именно в четвертом квартале. Следовательно, если вы готовы оставаться на крипторынке минимум до конца года, то вам не стоит бояться сентября, а лучше рассмотреть это время как дополнительную возможность покупки, как это делают киты. Также необходимо понимать, что понижение ставки 18 числа – это только первое понижение. Дальше нас ждет еще ноябрь и декабрь, где решение ФРС уже не будет таким предсказуемым. В целом в сентябре инвесторы возвращаются с отпусков и снова приступают к торговле, что повышает активность на рынке и увеличивает торговые объемы. Поэтому в ближайшее время может наблюдаться резкая волатильность, особенно до 18 числа. А сама цена биткоина вероятнее всего будет консолидироваться вот в этом диапазоне, пытаясь закрепить поддержку на уровне 60 тысяч. А что касается минимальных уровней и диапазонов накопления, то я уже их озвучил ранее. Именно поэтому моя стратегия на сентябрь будет заключаться в подготовке к октябрю и четвертому кварталу, а локальные откаты цен, которые 100% будут в сентябре, я буду использовать для открытия шортов, ведь это самый оптимальный вариант. Конечно, если у вас есть другие идеи или прогнозы касательно движения биткоина в сентябре, то было бы интересно почитать в комментариях, так что обязательно пишите. Также не забывайте, что все самые свежие новости и результаты отчетов есть в нашем телеграм-канале, на который рекомендую вам подписаться. Ну и само собой жмите колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики, ведь в сентябре их будет очень много. Как всегда, желаю вам удачи и прибыльного начала месяца. С вами был Влад, до скорых встреч!